с бутончиками. А что ж мы не показали Black Piano? Какой красивый цветок у орхидеи Black Piano. А это Монако. Сегодня 31 июля. Я хочу вам показать стеллаж, где я поливаю орхидеи аминосилом. Но до того, как я начну рассказывать про стеллаж, посмотрите, какая у нас температура на улице. А на этом окне у меня цветут дендрофаленопсисы и дендробиумы нобеля. Вот еще дендрик. И вот еще цветущий дендрик. Ну что, красивый цвет. А еще пахнут. Да, аромат есть. Добрый день, друзья. Месяца полтора-два назад я вам показывала стеллаж. Это экспериментальный стеллаж, где я орхидеи поливаю только аминосилом. Рассказывала подробно, почему этот стеллаж давно не показывала. И рассказала вам о том, что цветоносов появилось много. Но лето. Я очень не люблю летнее цветение, потому что оно 1, 2, 3 цветочка. Но цветоносы были, и я решила их не отрезать. И действительно, где-то появился 1 цветок, где-то 2. Но в основном здесь стоят орхидеи, которые недавно пересажены. Потому такое позднее цветение. И обещала вам показать это цветение. Вот здесь бабочка с 2 цветочками. Я не знаю название этой бабочки. Чармер выпустил 1 цветок. Доцветает попугай, уже совсем блеклый. Оп. Выгоревший. Кобальт крошечный с 2 цветочками. Удивила орхидея Имола, которая захотела стать вот этот цветок бабулеткой. Еще удивила орхидея, вот сверху сейчас сниму, прям покажу вам поближе. Лека Фантастик. Тоже какие-то мутации на лепестках. А смотрите, как у него интересно расцветает бутон. Сначала показывается язычок, он дразнится, а потом распускает полностью цветок. Наверху у каменной розы пару цветочков, хотя она уже цветет в этом году 3-й раз. Леодора, который все время доращивает 1-2 бутона. Там еще вот внизу даже есть бутончик. Вот, кстати, гутация какая. Да, а всегда на Леодора есть гутация. Аладдин. Тут 1,5 месяца назад здесь были просто маленькие цветоносы. Да их даже еще и видно не было. Очень маленькие. Феррара желтая. Покажи, пожалуйста, вот эту орхидею. Она цветет раз в 2 года. Вот это. Она восковая. Название я не знаю. И она не стандарт. Скорее всего, она миди.
Потому что если сравнивать с мини-орхидеей, вот с той стороны два цветоноса. Это орхидея Pink Dream, и она тоже цветет уже 3-й раз за год. Вот доращивает веточки и выпускает новые цветоносы. Цветет, к сожалению, недолго, но очень красиво. Первое цветение всегда самое обильное. И чем ниже мы будем спускаться по стеллажу, ниже будут полки, тем цветение будет обильнее. И знаете почему? Потому что внизу всегда прохладнее. Какое бы ни было жаркое лето, внизу всегда холодный воздух, а теплый поднимается наверх. Поэтому нижняя полка – это самое обильное цветение. Даже котик дал 2 цветка. Вот еще и цветонос даже растет, еще и не распустился. Крупные цветы. Не все названия знаю. Это у меня полкадот. Это что-то похожее на тиару. И цветов больше, обратите внимание. Чем прохладнее, тем длиннее цветоносы. И большее количество цветов. Называется или египтянка, или египетский, вообще египтион как-то. Solid Gold. Это я недавно пересаживала. Рембрандт. Я думаю, что зимнее цветение будет более обильное, потому что цветет всегда и цветет много и долго. А это у меня дух Купидона. Почти 2 одинаковые орхидеи. Solid Gold и Golden Beauty. Может, конечно, это один и тот же сорт, но они так похожи. И выгорают даже одинаково. Я даже не вижу у них разницы. Но названия на горшках были именно такие. Это еще орхидеи от GMP. И они были все с названиями. А вот это я не знаю. Это у меня или Будапешт, или Бухарест. Я всегда в них путаюсь. Сейчас скажу. Это Будапешт. С бутончика. А что ж мы не показали Black Piano? Какой красивый цветок у орхидеи Black Piano. А это Монако. Тоже был пересажен весной. Бутон распускается. Распускается, да. Это бабочка. Кстати, цветет уже очень долго, доращивает цветонос. Все время. Ну, думаю, что это последнее доращивание цветоноса. А вот еще Монтерей. Как же я люблю такие мини-орхидеи. Ой, я его купила таким большим цветком. Он потом сбросил все листья. И стал совсем маленьким. Не цвел почти год. И вот сейчас начинается цветение. Начинается опять рост. Я не помню их название. Вернее, даже не помню. Я не знаю название вот этого цветка. Это тоже миди-орхидейки. Даже что-то такое
совсем маленькая. Но вы же знаете, что я больше люблю мелкие орхидеи. Это орхидея Ocean Spring. Но размер цветка, не больше 5 сантиметров. Люблю я мелкие орхидеи. Сказать теперь, когда этот стеллаж будет цвести снова, я думаю, что после Нового года мы здесь сможем посмотреть новое цветение. Потому что им цвести месяца 2-3, потом восстанавливаться, потом выпускать опять цветоносы. И вы у меня начнете спрашивать, как всегда, почему у вас не цветут орхидеи в январе, как положено? Потому что они цветут у меня в августе. Поэтому цветение откладывается на февраль чаще всего. У всех это происходит по-разному. У всех разные погодные условия. И орхидеи это очень хорошо чувствуют. Но аминосил им все равно помогает расти и цвести. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. И этот стеллаж я вам покажу еще не один раз.